Привет всем! Вы на канале Вяжем вместе с Леночкой. Сегодня хочу пригласить вас связать вместе со мной вот такие вот домашние тапулечки, вот такие вот тапочки. Они связаны с спицами, очень легко и просто, совсем не сложно, совершенно не сложно. Вот, без шва на подошве, с треугольной пяточкой, вот она треугольная наша пяточка. И вот здесь у нас идет маленький вот шов, вот он буквально, но он совершенно плоский. Вязать их приятно, интересно, не сложно совсем. Размер 37-38, вот они у меня, видите? Вот они больше. Вот, связаны на такую ножку, знаете, на нормальную и полную ножку, вот хорошо. Здесь, видите, хороший такой подъемчик. Если вдруг, там, я дальше все объясняю вам по поводу, ну, некоторые нюансы. Ой, что же еще хочется сказать? Нитки я использовала где-то, знаете, можете брать от 100 до 140 метров, 100, 120, 140 метров в 100 граммах. И спицы номер 3,75, кажется, или 4. Я вам там дальше скажу. Вот. Ну, мои хорошие, давайте приступим вязать. И, кстати, сразу хочу поблагодарить всех, у кого есть возможность просматривать рекламу. Спасибо вам огромное. Спасибо. И давайте приступим вязать. Для вязания этих тапочек набираем 11 петель. Простым классическим способом или тем способом, который вас устраивает, который вам нравится. И начинаем вязать. Снимаем кромочную, как всегда, не провязываем. Я оставила, гляньте, какую длинную ниточку, вот такой кончик длинный, для того, чтобы потом шить. Нам надо будет мысик так сшивать. Так будет аккуратнее. Так, сняли кромочную, провязываем одну изнаночную петлю. Далее вяжем 1, 2, 3 лицевых петли. Со средней лицевой петли мы всегда на протяжении вот вязания перед тапочка будем вязать все время, делать из нее из одной 3. Смотрите, мы вяжем, провязываем за заднюю стеночку, далее делаем накид и опять провязываем эту же петлю за заднюю стеночку. Дальше провязываем 3 лицевые, одну изнаночную, последнюю кромочную в каждом ряду будем провязывать изнаночной. Разворачиваем работу. Кстати, прибавление будем делать только в лицевых рядах. По изнанке вяжем так петли, как они на вас смотрят. Вот видите лицевую, провязывайте лицевую. У нас получается 1 лицевая, пока 3 изнаночных. Потом петли, где мы делали из 1 3, вот они средняя петля из 1 3. Все провязываем. Так, все провязываем лицевыми. Вот этот вот, когда мы будем вязать накид, провязываем за заднюю стеночку его лицевой вот так, потому что чтобы не было дырочки. Вот, можете все 3 петли за заднюю стенку вязать, все равно. Потом вяжем 3 изнаночные, 1 лицевая, кромочная, изнаночная. Разворачиваем работу. Далее будем начинать вязать узор. Вот на этих вот 3 петлях мы будем вывязывать узор легонький. Сняли кромочную, провязываем 1 изнаночную. Далее у нас идут 3 петли, вот они. Отсчитываем 2 петли, между 2 и 3 петлей под левую спицу вставляем правую, захватываем нить, придерживаем пальчиком и вытягиваем вот такую длинную петлю. Делаем накид, и вот эти 2 петли и вот эту петлю лицевую все вместе, 3 вместе лицевой провязываем за заднюю стеночку и снимаем. Далее вяжем 1 лицевая петля, потому что здесь вот эти петли, которые будут прибавленные петли, будут прибавляться, мы будем провязывать платочной вязкой. Из средней петли мы опять с вами вывязываем 3 раз, провязали за заднюю стеночку. Смотрите, вот у вас средняя петля. Можете ее пометить. Смотрите, провязали за заднюю стеночку, но не снимаем. Делаем накид. И опять эту петлю провязываем за заднюю стеночку лицевой. Следующую петельку провязываем лицевой. Также потом отсчитываем 1, 2, 2 петли. Между 2 и 3 петлей под левую спицу вставляем нашу правую спицу.
Захватываем нить, вытягиваем петлю длинную. Делаем накид. Провязываем 3 вместе лицевой за заднюю стеночку. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Разворачиваем работу и вяжем так, как смотрят петли. У нас получается лицевая, потом у нас идет, смотрите, 3. Так, как же нам сделать? Ой, а зачем их? Да, вот эти вот идут 3 петли, провязываем 3 изнаночных. 1, 2, 3. Это которые петли нашего узора. Вот. Дальше идут у нас лицевая петля. И вот из одной 3. Хорошо прям видно, вот сразу 3 петли. Их мы провязываем. Давайте сразу будем провязывать за заднюю стеночку лицевой, чтобы вы не путались. Вот, за заднюю стеночку лицевой. Все 3 петли. Вот, идет. Так, еще одна лицевая. И 3 изнаночных. 1, 2, 3. Одна лицевая, кромочная, изнаночная. Давайте посмотрим, что у нас получается. Вот таким вот образом. У нас в середине, вот в середочке, всегда будут идти вот такие вот петли. Потому что, вот видите, тут у нас получается, сейчас их 5, да? Средняя петля, вот из средней петли всегда будете делать из одной 3. Вот из средней петельки. Вот видите, вот. А здесь будет такая красивая дорожки вот идти. Они потом по краю будут идти изделия. Поэтому, мои хорошие, я думаю, тут уже ничего сложного нет. Можете повесить маркер на средней петле. Хотя здесь и так все поймете. Вы раз свяжете и все поймете. А этот узор так и повторяете. Первый ряд, что мы с вами вязали, между второй и третьей петлей вставляли правую спицу под левую, да? Вот, точно так же будете вязать. По изнанке эти петли вяжутся изнаночные. Все. И так вяжите, пока у вас... Как же вам это объяснить-то? Сейчас, мои хорошие, я возьму... Ну вот, такого почти типа похожие. Вот пока вам вот здесь вот на подъеме не хватит петель, смотрите, прикладывайте к ножке. Вот. И смотрите, сколько нужно будет. У нас пряжа получается где-то в 100 граммах 140-100 метров. Можно от 140 брать. 120, 140, 100 метров в 100 граммах. И спица номер 4. А теперь давайте свяжем самостоятельно. Прибавила я петли, у меня 29 петель. Теперь нам нужно будет сейчас в серединке закрыть 11 петель. По 9 петелек мы оставляем с каждого края и закрываем средние 11 петель. Давайте вместе провяжем. Вязать будем уже просто лицевые пока в данный момент. Хотя давайте, наверное, также будем продолжать вязать вот эти вот красивые дорожки. Мне кажется, вообще будет симпатично смотреться. Или же можно просто... Ну, сейчас посмотрим. Давайте пока сохраним их. Так, изнаночная. Опять мы вяжем по узору. Раз, два, 3. Далее, так, это у нас получится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И закрываем петли. Просто так вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку сняли, петельку с правой спицы вернули на левую, провязали 2 вместе. Считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас будет 10 и 11. Давайте сбоку еще посмотрим, сколько осталось. 1, 2, 3, 4. Нет, мы лишнюю провязали. Значит, я неправильно посчитала. Вот, смотрите, получается 1, 2, 3, 4. А нет, все правильно. 9 же у нас как раз была. Вот она будет, 9 эта петля, вот она, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Продолжаем дальше вязать. Теперь будем вязать только левую сторону.
только левую сторону будем продолжать вязать. Ой, неправильно. Так, третью забыла захватить. Так, накид и 3 вместе. Изнаночная и изнаночная. Смотрите, что у нас получилось. У нас получилось вот что. Мы закрыли средние петли. Вот они у нас получаются вот такие красивые. И далее мы будем вязать эту сторону. Сперва свяжем. Вяжите до середины пятки. Вот, получается, полностью связали. Вот, до середины пяточки дошли. Все, прекращаете вязать. Далее, потом я покажу, как будем вторую часть вязать. А так вяжем все то же самое, как и вязали. Единственное, что мы теперь будем с вами вот эту вот кромочную снимать просто, когда вяжем. Эти вот петли будут вязаться также лицевыми. Все то же самое вяжется. Смотрите, провязала я уже вот такую боковую часть. Вот. И надо закрыть петли. Закрывать петли будем так же, как вот закрывали мы здесь серединочки. Все то же самое. Вяжу я вот эти следочки на размер 37-38. Сейчас я закрою вот эти петли и измерю вам, сколько всего получилось в сантиметрах. Смотрите, вот я разложила, получается 14 сантиметров боковая часть, а всего сначала, да, получается у нас и до носика 24 сантиметра. Но, конечно, желательно вот этот вот носик вот таким вот образом сшить. Давайте даже сейчас я возьму иголочку, и мы сразу с вами сошьем. Так удобнее будет вам. Смотрите, я вдела вот такую с большим ушком иголочку пряжу, что вот кончик мы оставляли. Выворачиваем наизнанку. И теперь, смотрите, соединяем 2 стороны. Нам надо соединить 2 стороны. Можно крючком, можно делать это вот таким же вот образом, как и я. Вот я обычно 2 раза соединяю все. Так, теперь смотрите, вот с этой стороны у нас идут петельки, вот они внутренние, вот они как косичка, видите, идут. И с этой стороны то же самое, у нас то же самое косичка. Мы с вами сшивать будем, используя внутренние полупетли. Внутренняя петля, смотрите, и вот еще одна внутренняя петля, внутренние петли. Дальше опять смотрите, берем с вами, сейчас, вот внутренняя, таким образом сшиваем до конца. Вот смотрите, у нас получился вот такой вот мысочек, он совершенно плоский, совершенно мягонький, плоский. Далее мы же здесь с вами отрезали ниточку, оставили хвостик, да, затянули, протянули насквозь, и вот эту рабочую нить мы с вами привязываем с обратной стороны. Начинаем вязать. Можете не привязывать, я по старинке вяжу. Начинаем вязать с обратной стороны боковую часть, потому что у нас получается, вот сняли кромочную и дальше вяжем, как и вязали. У нас сперва идут что? Идут лицевые петли, потом у нас идет 3 изнаночные, 1 лицевая и кромочная, да? И вяжем точно такой же длины, 14 сантиметров, как и эту сторону, да? Но посмотрите, какой у вас размер. Не обязательно 14, может у вас больше или меньше будет. Закрыла я обе стороны, все ровненько вымерила, посчитала вот по этим дорожкам, по вот этим дорожкам, должно быть все ровно. Теперь нам нужно с этой стороны, вот смотрите, вот так должно быть. Справа, вот мы идем, да, вот так вот. Набрать вокруг, вот так по краю, из вот этих вот кромочных петель петли. Первую вот эту петлику я вот набираю, прям видите, сбоку вот здесь вот. Не прямо тут сверху, а вот на петлю, вот в стороночку. Набираю именно крючком. Тут удобнее так. Потом, смотрите, очень аккуратно вот в этом месте вытаскиваем еще петельку. Вот. И вот видите, пошли у нас вот кромочные петли, вот эта косичка, да? Можете под всю косичку делать, вот так вот набирать. Можете за переднюю стеночку. Я буду делать за переднюю стеночку. Вот я буквально первые несколько петель набираю крючком. Далее перехожу на спицы. Эти петли отправляю на спицу. И дальше, смотрите, вот
из каждой петельки я набираю таким образом. Если вам так не нравится, набирайте полностью под косичку. И так вот от этого места и вот до этого места полностью. Смотрите, вот что у нас получается. Вот такие вот сипатулечки. Набрала я петли. Сейчас посчитаю, забыла посчитать. Но смотрите, как боковая часть у нас, вот они, видите, получается на 38, что они большеватые. Теперь нам надо вот здесь буквально 2 сантиметра провязать боковую часть. Боковую часть нам провязать буквально чуть-чуть. И вязать будем просто одни лицевые петли. То есть у нас получается платочной вязкой. Эту часть, если не хотите, чтобы они были полностью белые тапочки, можно пустить какую-то другую нить. Что я и сделаю. Я сейчас добавлю вот такую вот ниточку, но добавлять я буду уже с лицевой стороны. А вот сейчас изнаночную сторону я провяжу, снимаете кромочную, только одними лицевыми. Посчитала я все петли. Вот, кстати, 2 сантиметра я провязала. Все. Это получается у нас, вот, получается, как мы набирали петли, 2 сантиметра. И посчитала петли, всего 55 петель. Подошву будем вязать на средних 11 петлях. Теперь до подошвы у нас получается одна боковая часть 22 петли, другая 22 петли и, естественно, подошва 11. Мы теперь 22 петли, включая кромочную, провяжем. Кромочную снимаем и остальные 21 петлю вяжем лицевыми. 20 получается 1 петля, вот она 22. Убираю маркер и начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петля и последующая за ней по лицевой стороне провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку и разворачиваем работу. Снимаем кромочную, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю подошвы и последующую за ней по изнаночной стороне провязываем 2 вместе изнаночные и разворачиваем. Подошву всю будем вязать только одними лицевыми петлями, то есть будем вязать платочной вязкой. В этот момент с этих вот, как начинаем вязать подошву, можете добавлять синтетическую нитку или хлопчатобумажную нитку для укрепления подошвы. Далее в подошве 11 петель. Ровно половину из этих петель мы оставляем, ну у нас не ровно половина получается, а по 5 петель, мы оставляем недовязанными вот с одной стороны, и с другой стороны должно остаться тоже 5 петель недовязанные. Будем вязать треугольную пяточку. А теперь будем вязать самостоятельно. Смотрите, с этой стороны 5 петелек осталось, и тут 5 петель. И теперь будем вязать треугольную пятку. Снимаем кромочную и вяжем, пока не останется на подошве 2 петли. Предпоследняя и последняя. Раньше мы вязали, пока последняя петелька не останется, 11. А теперь вот предпоследняя и последняя. Также захватываем петлю с боковой части и по лицу уже провязываем не 2 вместе лицевой, а 3 вместе лицевой. Вот так. И разворачиваем работу. Так, и тут то же самое, пока 2 петли по изнанке, все то же самое. Вот, предпоследняя, последняя, и захватываем петельку с боковой части. И по изнанке провязываем 3 вместе изнаночные. И разворачиваем работу. И так далее вяжем. Получится аккуратная пяточка. Кстати, я почему так провязала, смотрите, эти вот следочки, топоточки, их надо вот вязать до середины пятки, даже можно на сантиметр больше. Обычно мы вяжем на сантиметр меньше. Вот видите, 3 вместе лицевой. Разворачиваем. Дело все в том, что они потом вот так вот вяжутся, и получается, что подошва притык. Но
Вы на это не обращайте сильно внимания, потому что все следки практически, связанные спицами, растягиваются в процессе носки и также при стирке, особенно при носке. Вот смотрите, опять осталась предпоследняя, последняя и петля с боковой части. Вот так. И разворачиваем работу. Вот так. И опять вот 2 петли и петлю с боковой части. Шовчик у нас будет на задничке, совершенно плоский, который никому не мешает. Вот такие вот топотулечки у нас и получатся. Пряжи у вас уйдет немного. Здесь очень хорошо пристраивать остаточки ниток, если есть. Вот опять 2 петлю с боковой. И разворачиваем. И сразу, смотрите, вот на петлю провязали, сразу предпоследняя, последняя. И 3 вместе изнаночной. И разворачиваем. Так, сняли кромочную и сразу 2 петли у нас. Провязываем 3 вместе лицевой. Разворачиваемся. И провязываем. Сейчас, девчата. И провязываем 3 вместе. Вот 3 петли осталось. Видите? Вот 3 петельки. Провязываем 3 вместе изнаночной. И все. Убираем спицы. Они нам больше не нужны. И отрезаем ниточку. Вот видите? Вот они получаются. Вот подошва, она вполне нормальная, смотрите. Так кажется, как будто маленькие, так все нормально. Мы сейчас с вами отрежем ниточку подлиннее. Нам нужно будет шить задничек. И протягиваем этот задничек на сквозную. И вот так вот все. Теперь выворачиваем наизнанку, берем иголочку с большим ушком и будем сшивать. Смотрите, вывернула наизнанку, вдела и в углу нить. Также будем сшивать ниточкой, как мы и вязали. Смотрите, чтобы совпадали все вот эти вот наши полосочки, тут всякие вот цвета. И сшивать будем как обычно. Кто давно со мной знает, как я сшиваю постоянно одно и то же. Смотрите, вот косичка идет за счет кромочных образованная. И вот сшивать будем, используя внутренние, вот эти внутренние полупетли. Вот они внутренние, видите, внутренняя петля. И вот она опять, вот они внутренние. И таким вот образом сейчас и будем сшивать. Вот так вот. Смотрите, что все аккуратненько было. Чтобы все совпадало. Красивенько, чтобы ровненько. И вот смотрите, также дальше и сшиваем до самого конца. Ну вот смотрите, отделали на манекен. Вот такие вот, как мокасиночки, топульки получились. Они довольно-таки симпатичные. Не смотрите, что они здесь такие широкие, потому что очень узкий манекен. Но если вдруг в этом месте вам будет свободно, как-то неуютно, возьмите, обвяжите буквально один рядочек или полустолбиком с одним накидом, или же столбиком без накида, или же рачьим шагом. Вот, как вам понравится. Берите только крючок не сильно тонкий. Желательно вот, брать крючок где-то 3, 3,5, но чтобы он не сильно стянул вам. Так, смотрите, вот так вот они выглядят. Вот, смотрите, наша подошва. Надо немножко расправить. Вот, вот он шовчик. Он совершенно плоский, никому не мешают ничего. С этой стороны. Вот такие вот. Они, смотрите, большевато. Вот они, видите, когда оденутся, вот, они вон аж насколько большие манекен. Видите? Сразу они начинают быть под натяжку. Вот они должны быть в натяжку, чтобы хорошо были. И они такие, что подойдут и на нормальную ножку, и на полную ножку. Ну, так что вот такие вот они получились. Надеюсь, вам понравится эта моделька.
Просто несложно совершенно вязать, легко. Пряжа у вас уйдет на такой вот размер 37-38, может быть и больше. Я думаю, 100 грамм вам вполне хватит, может быть даже и меньше. Я не взвешивала, я не знаю, я вязала из остатков, поэтому не знаю. Там клубочек остался, там немножко осталось. Так что, мои хорошие, вяжите. Дай бог, что вам понравится эта модель. Пробуйте. Вдруг будет любимой моделью, кто его знает. Вот, радуйте себя, своих близких. И, конечно же, спасибо всем огромное и за просмотр рекламы, и за ваши теплые, душевные комментарии, пожелания. Я очень-очень это ценю. Спасибо вам, правда, большое от всей души. Всем я хочу пожелать, как обычно, от всего сердца, всей моей семьи, крепкого, такого богатырского, сибирского здоровья, чтобы вас никто не болел, чтобы у вас все было хорошо, чтобы ваши детки были здоровые, родители. И дай Бог, чтобы у вас все было хорошо, девочки. Хорошего вам прекрасного настроения еще разочек. И всем пока-пока и до новых встреч.